Всем салют, народ, с вами как всегда Барни, и сегодня я подготовил подробный обзор по игре на фабрике, самых азов и до продвинутого уровня. Мы обсудим, как правильно строить эффективные команды, наглядно разберем целых 9 колод для игроков с разным уровнем скилла и прогресса в игре. Погнали! Минуточку внимания. На моем канале проходит конкурс на 200 голосов. Если ты его каким-то образом пропустил, жми на подсказку справа сверху или в описании под видео. Удачи в конкурсе и приятного просмотра. Итак, пожалуй, начнем с того, что в вашей команде должно быть обязательно 2-3 эльфа-дамагера, ведь именно они позволят эффективно наполнять мешки, а остальные эльфы должны быть помощниками. Этот принцип подойдет тем, кто еще не успел открыть сильных эльфов. С их появлением в вашем арсенале дамагер может быть всего один, но и тогда не забывайте добавлять к нему в команду самых лучших помощников. Сейчас я не буду подробно рассказывать о необходимости объединения эльфов и усиления их за шоколад. Запомните только, что это также дает вам определенные преимущества. Об этом подробно написано в гайде от самих разработчиков. Также вы можете найти удобные таблички по способностям всех эльфов. Ссылочку я оставлю в описании, а мы переходим к колодам. Начнем мы с 3 колод для новичков. Эти колоды подойдут игрокам, которые только начали разбираться с фабрикой и еще не открыли многих эльфов. Много ими не набить, но как для новичка будет в самый раз. Первая колода – желатинка, переменная, закладчица, ледышка и банкир. Закладчица и ледышка обеспечат быстрое наполнение мешков, переменная поможет быстро поднять ранг эльфов, ледышка замедлит мешки, а банкир поможет получать шоколадки, чтобы быстрее заполнять поле эльфами. С начала игры банкиром мы набиваем себе шоколадки и тем самым улучшаем желатинку и закладчицу. Чем выше ранг у желатинки будет, тем больше целей она будет задевать. Закладчицы хороши для начала игры, после уже будет справляться желатинка, а закладчица будет как помощник для нее. Переменную мы не трогаем и надеемся, что она не пропадет и появится эльф ранга выше. А мы переходим ко второй колоде. Попкорн, загадочник, липучка, переменная и король. Король и загадочник обеспечат наполнение поля эльфами, а попкорн будет эффективно наполнять мешки. С начала игры мы пытаемся как больше королей соединить и вызвать эльфов на поле. Загадочника соединяем чаще всего с липучкой, изредка когда с королем, так как соединение 2 королей дает больше шоколада. Липучек мы оставляем штуки 2-3 на поле, больше не надо, они и так справятся. А вот попкорн нужно как можно больше, и чем дальше он от мешка, тем больше у него урон. Поэтому к наилучшей раскладке надо, чтобы он стоял ближе к концу фабрики, хотя и нужен и в начале, когда мешки будут проходить ближе к концу конвейера. Вот и третья колода. Ведьмочка, призывательница, загадочник, король и подвижник. В этой команде ведьмочка позволит эффективно наполнять мешки, а в полной мере ее способности раскрываются, когда она рядом с другими ведьмочки в соседних клетках. Вначале мы должны соединять призывательницу и загадочника как можно чаще, так мы заполняем поле в разы быстрее, а от короля мы получим больше шоколада, поэтому у нас не будет проблемы с призывом эльфов. Пытаемся как можно больше ведьмочек поставить рядом, а с этим нам поможет подвижник. Подвижников нам надо по одному каждого ранга, а лишнее мы попросту соединяем. Вот рассмотрели мы 3 колоды для новичков. Да, много ими не набить по сравнению с этими. 3 колоды для опытных игроков, у которых есть все карты, кроме уникальных. Первая на очереди у нас колода с задирой, липучкой, желешкой, ростком и переменной. Задира бросает конфеты, которые могут за один раз наполнить целый мешок, а значит в этой команде это его основная роль. Липучка, желешка будут помогать ему, замедляя мешки на конвейере, а росток и переменная поможет заполнить поле задирами, чтобы еще эффективнее наполнять мешки. Для начала пытаемся как можно больше вызвать на поле задир, и по ходу событий улучшаем его. Также убираем с поля желешки и липучки, вначале они особо не нужны. Где-то в середине игры, примерно на 100 мешках, у нас уже должно заполниться все поле и полностью улучшен задира. Но конечно, это как рандом позволит. И с этого момента мы начинаем потихоньку улучшать сначала желешку, потом липучку. При этом не забывая соединять эльфов на поле. Как всегда, ростков и переменных мы не трогаем, пусть растут и дают нам выше эльфов. Примерно набить такой команды можно в районе 150-200 мешков. Следующая колода номер 2. Дождевик, росток, желешка, липучка и пружинка, либо переменная. Дождевик очень эффективный эльф, который наполняет мешки по всему конвейеру одновременно.
Для этого необходимо призвать на поле как можно больше дождевиков, в чем и поможет росток и переменная, а также замедлить мешки, с чем отлично справится желешка, липучка и пружинка. Так же, как и задиры, пытаемся больше вызвать дождевиков в начале игры. Чтобы дождевик заполнил тучками весь конвейер, нужно примерно 4 штуки 3-го ранга, либо 5-6 штук 2-го ранга. Улучшаем его и вызываем эльфов по мере возможности. Желешку, липучку и пружинку соединяем, чтобы был больше уровень. Хотя и желешку бывает оставляет даже 1-го уровня. От нее важна только стенка, а вот от липучек и пружинок нужна быстрее стрельба, чтобы контролировать мешки. После как у нас поле все забито эльфами, улучшаем их по максимуму. Такой команды можно набить 180-210 мешков. Третья колода. Шоколадница, банкир, золотко, переменная и росток. На первый взгляд шоколадница может показаться не самым сильным эльфом, однако ее суперспособность в том, что размер ее конфет зависит от количества накопленных шоколадок. Банкир поможет накапливать шоколадки для ее усиления, а золотко даст дополнительный бонус к размеру конфет. Переменные и росток помогут призвать как можно больше шоколадниц. С такой командой можно достичь хороших результатов. К тому же шоколадница априори хороша на поздних стадиях игры, когда вы уже заполнили поле эльфами и максимум усилили их за шоколад. Эта команда не из простых по сравнению с дождевиком. На первых этапах нужно следить за шоколадом тщательно. Банкира пытаемся улучшить хотя бы на 2 раза на второй партии, а шоколадницу пытаемся поставить золотком, чтобы она кидала подковы. Если урона достаточно, чтобы пройти следующую партию, можно улучшать до конца банкира, а после можно улучшать потихоньку шоколадницу и золотко. При этом заполняем поле эльфами. Шоколад контролируем и не даем ему опуститься ниже 1000. И как вы справитесь с начальными партиями, то нужно как можно больше шоколадниц поставить рядом с золотком. Если без труда проходите партии, то можно просто оставить как есть и копить шоколад для шоколадницы. Такой колоды можно набить как и 50, так и 300 мешков. Вот мы и пришли к самому интересному – колоды для про-игроков. И начнем мы с мушкетера. К нему подходит золотко, росток, загадочник и подражатель. Самую важную роль в составе этой команды выполняет мушкетер. Золотко дополнительно усилит его конфеты, а остальные эльфы помогут заполнить поле мушкетерами. Играя с мушкетером, нам надо его размножать и соединять как можно чаще. Чем больше число на пузе у мушкетера, тем больше его урон. Во время игры этой колоды подражателем мы размножаем мушкетера, а загадочником соединяем. Росточка мы не трогаем, пусть растет, и будем верить, что он даст хорошую карту. Золотко нам нужен, чтобы он стоял рядом с мушкетером. Главное, чтобы золотко был больше ранг. Тогда чаще будет вылетать крит урон от мушкетера. Такой колоду можно набить в районе 300 мешков. Подробный разбор этой команды вы можете увидеть, перейдя по подсказке справа сверху или найдя на моем канале. А мы переходим ко второй колоде с конфетным мастером. Чтобы набить хороший результат, нам нужно добавить в команду переменную, росток, доставщика и подражателя. Конфетный мастер обладает очень увесистыми конфетами и позволит эффективно наполнять мешки. Роль остальных эльфов в этой команде – помочь вам призвать на поле как можно больше конфетных мастеров. Конфетный мастер кидает конфеты поочередно, поэтому заполнив им поле, таймер на некоторых эльфов этого типа может останавливаться. Это означает, что конфетный шар данного мастера ждет своей очереди. Не забывайте, что эффект золотка не распространяется на конфетного мастера. Вначале нам нужны доставщики, подражатели и несколько конфетных мастеров, чтобы мешок не дошел до конца конвейера. Подражателей мы превращаем в доставщиков, и всех доставщиков мы соединяем и зарабатываем очень много шоколада. Когда у вас примерно 3000 шоколада, тогда улучшаем конфетного мастера. После улучшения также продолжаем зарабатывать на доставщиках, и примерно на 12-й партии мы прекращаем это делать и больше ни в коем случае не соединяем доставщиков. Потому что он может вызвать мешок-миллионник, и конфетный мастер не справится с этим мешком, и вы проиграете. А что делать после 12-й партии, спросите вы? Мы убираем всех конфетных мастеров с маленьким рангом и пытаемся сделать из них конфетного мастера с рангом повыше. Такой колоду можно набить в районе 330 мешков. Также можете перейти по подсказке справа и посмотреть видео подробнее с моего канала. И последнее, самый сладкий десертик в этом видео – колода с чаровницей. К ней очень хорошо подойдет золотко для крит урона, росток и переменная для появления высшего ранга чаровницы и подражатель для размножения росточков и чаровниц. По своим способностям чаровница идентична ведьмичке, но гораздо сильнее. В начале игры работаем только с ростком и подражателем. Всех подражателей мы превращаем в ростки. Чем больше ростков, тем быстрее вы сделаете колоду для хорошего результата. Золотко должно быть не меньше 3-го ранга, поэтому если у вас 1-го и 2-го ранга на поле, то просто их соединяем.
Сложность этой колоды тем, что, как и у ведьмочки, надо больше соединения чаровниц, но при этом не забываем про золотко. В середине игры, примерно на 10-11 партии, надо уже подумывать о расстановке золотка. Примерные я вам показал на экране. Такими расстановками я всегда пытаюсь пользоваться и выхожу на хороший результат. Если даже не получается поставить так, то нужно смотреть по обстоятельствам. Главное, чтобы золотки как можно больше обхватывали чаровницы и не разорвали соединение с ними. Такой колоды можно набить в среднем 400 плюс мешков. Максимально я набивал 493 мешка. Конечно, главный минус этой колоды в том, что если к 10-11 партии у вас не будет хорошего соединения, то набьете 240, но это редкий случай. Хороший результат можете увидеть с 4 уровня чаровницы. Если у вас она меньше, лучше пользуйтесь конфетным мастером, и вы стабильно будете набивать 300 плюс мешков. Если хотите увидеть полный обзор команды с чаровницей, то пишите в комментариях, и чем больше будет комментариев, тем быстрее я приступлю к съемке этого ролика. А на этом у меня все. Конечно же, вы и сами можете составлять команды с любимыми эльфами, как вашей душе угодно. Но надеюсь, эти колоды облегчат этот процесс и помогут вам набить еще больше мешков. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, а в комментариях пишите, какая колода вам больше всего понравилась, и предлагайте свои варианты. Нажимайте кнопку подписаться, чтобы она стала серой. Не забывайте про конкурс, ссылка на него в описании. Впереди вас ждет еще больше полезных роликов. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока-пока.